Оглянись по сторонам. Обрати внимание, в каком мире ты живешь и кто тебя окружает. Для тебя мир яркий и красочный или серый и мрачный. Итак, дорогой друг, ты появился на свет. У тебя есть тело. Посмотри на него сейчас. Оно может быть молодое или старое, привлекательное, а возможно ты его таким не считаешь. Но это то, что будет с тобой до конца твоих дней. Поэтому тебе нужно научиться заботиться о нем, принимать его таким, какое оно есть, чтобы оно прослужило тебе как можно дольше. Ты учишься в школе под названием «Жизнь». Каждое событие, каждый человек будет твоим универсальным учителем. Хорошие события и хорошие люди принесут в твою жизнь радость и счастье. Плохие люди, негативные события наградят тебя опытом. Возможно, поначалу ты не сразу это поймешь. Будешь зол и раздосадован, но цени каждого человека и каждое событие. Перестань критиковать и осуждать, завидовать. Все плохое отразится на тебе самом. Ненависть, зависть и осуждение никогда не решит твоих проблем, а только принесут в твою жизнь разочарование и еще больше плохих моментов, нехватку энергии, депрессию и будут постепенно разрушать твою жизнь все больше и больше. Наоборот же, позитивные эмоции будут наполнять твою жизнь радостью и счастьем. То, на чем больше всего концентрируешься, этого в твоей жизни будет все больше и больше. Задумайся над этим. К примеру, два человека идут по Нью-Йорку. Один видит красивую архитектуру, а другой видит грязь бездомных. Все дело в концентрации. То, на что мы обращаем внимание, этого в нашей жизни становится больше. Посмотри на себя со стороны. У тебя еще будет много поводов для беспокойства. Но если проблему можно решить сегодня, действуй. А если проблему решить нельзя, ищи способы ее решения, вместо того, чтобы искать причины и оправдания. Постоянное беспокойство о проблемах, которые ты не решаешь, а только думаешь о них все время, забирает твою энергию и силы. У оптимистов сбываются мечты, а у пессимистов их худшие кошмары. Помни, твой фокус на плохом или хорошем может приносить тебе как пользу, так и вред. Концентрируйся на хорошем. Твоя жизнь будет наполняться все больше и больше позитивом и радостью. Начни это делать с сегодняшнего дня. Мысли позитивно. Поначалу это будет сложно, даже непривычно. Но с практикой и каждодневными усилиями тебе это будет даваться все легче и легче. Каждая ошибка может стать для тебя уроком или разочарованием. Все дело в твоем отношении к этому. Неудачи существуют в мире жертв. У оптимистов это опыт. Часто события могут повторяться до тех пор, пока ты не усвоишь урок. И тогда после усвоения ты можешь двигаться дальше. Успех – это движение от неудачи к неудаче, веря при этом в успех. Он приходит с опытом, а опыт приходит с практикой. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Каждое поражение – еще один шаг вперед к достижению цели. Успех часто приходит к тем людям, которые просыпаются в хорошем настроении и с улыбкой на устах. Они занимаются любимым делом, испытывают от этого радость и счастье. Это самый простой способ добиться богатства и счастья. Благодаря любимому делу ты даешь людям ценность, счастье, и это возвращается к тебе в несколько раз больше. Найди то, что тебя зажигает, и действуй. Чем больше ты будешь давать, тем больше будет твое личное богатство. Пойми, богатство – это не только деньги, а прежде всего состояние души и веры в себя. Есть те, кто много зарабатывает, а есть те, кто по-настоящему богаты и счастливы. Ты не гоняешься за деньгами, а просто делаешь то, что любишь. Деньги придут сами с минимальными усилиями. Можно гоняться за бабочкой по всему полю и потратить кучу усилий, а можно подставить руку и подождать, пока она сядет сама.
Внешние проблемы – отражение твоего внутреннего «я». Если ты начнешь менять свой внутренний мир, то мир вокруг тебя тоже будет меняться. Проблемы и страдания – способ, который Вселенная использует для того, чтобы привлечь твое внимание. С каждым падением и трудностью ты становишься лучше и сильнее. Один из секретов душевного покоя – избавление от страхов, перестать бояться, что с тобой станет. Будущее от этого не изменится, зато твое сегодня будет спокойнее. Есть только здесь и сейчас, только сегодня и твоя жизнь, результат всех сегодня, которые были до него. Из этого складывается твоя реальность. То, что ты ненавидишь в других, это часто отражение твоих внутренних качеств. Мы часто критикуем те качества, которые нам не нравятся в нас самих. Мы боимся в этом признаться и пытаемся изменить человека, который с нами рядом, ведь это проще и легче, чем меняться самому. Твоя жизнь в твоих руках. Ты как художник расписываешь картину под названием «Жизнь». Если у тебя нет мечты и цели, то ты будешь работать на тех, у кого она есть. Ты будешь воплощать мечты и цели в других. Бери на себя ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит. Помни, что ты посеял, то ты потом и пожнешь. Перестань бороться с миром и начни с ним дружить. И научись благодарить, что у тебя уже есть. И твоя жизнь будет наполняться радостью и счастьем с еще большей скоростью. Почувствуй, что ты достоин большего. Ты живешь в мире изобилия, где всего для всех достаточно. И ты можешь брать для себя все, что захочешь, и самое лучшее. Проснись и поверь в другую реальность. Ты ничего не теряешь. Задай себе вопрос: а вдруг это правда, и все может быть по-другому? Действуй,